Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Джайро был уродливым никчемным неудачником, который потерял свою жену Токой из-за кучки монстров. Однажды в нем пробудилась божественная сила, которая помогла ему стать сильнейшим. Однажды ночью он сидел на корабле и топил свои печали в вине, как вдруг на корабль забралась молодая девушка по имени Кюми. Она отряхнулась насухо и поприветствовала Джайро, прежде чем перепрыгнуть на другой корабль и убежать. Джайро не обращает на нее никакого внимания. На следующее утро Джайро идет по рынку и встречает длинную очередь охотников. Назвав свое имя, Джайро выбирает копье, но к нему подходит другой парень по имени Ахим и говорит ему не паниковать, когда ситуация становится сложной. Еще один мужчина, зверочеловек, присоединяется к разговору, выражая уверенность, что с ними все будет в порядке, пока их не отправят в тюрьму. Линии фронта в качестве второстепенных персонажей. Гигантский зверь, с которым они столкнулись, это гигантский бородавочник, который использует свои клыки, чтобы сверлить горы, добывая руду для добычи полезных ископаемых. Топливо само по себе. Во время этого процесса он выпускает пар из отверстий в своем теле. Мужчины наблюдают из-за скалы, как зверь работает. Вожак объявляет, что зверь большой, и спрашивает, готовы ли все умереть, на что все соглашаются. Операция начинается с того, что один человек бьет в гонг, чтобы привлечь зверя к стене. Но есть проблема, потому что зверь приближается к стене, как и планировалось, но люди на стене не могут атаковать его. Потому что Ахима и двух других охотников преследует гигантский зверь. Охотники жалуются, что я все испортил, а охранники говорят, что они не смогут стрелять из лука, даже если зверь подойдет достаточно близко. Гигантский зверь настигает Ахама и швыряет его в стену, сбивая с ног. Он вот-вот прикончит Ахима своим роговым сверлом, но Джайро нарушает законы физики, бежит вниз по стене со своим копьем и бросает его в зверя. Зверь отбивает копье своим рогом, но это дает Джайро достаточно времени, чтобы схватить его и оттащить в сторону. Солдат приказывает лучникам приготовиться к атаке. Хайро тащит его на себе и, используя систему веревочных блоков, умудряется взобраться на стену. Когда путь свободен, лучники пускают свои стрелы в гигантского зверя, попадая в него и заставляя его взорваться. Зверь падает, а охотники бросаются к гироскопу и целятся, спрашивая, все ли в порядке с Ахимом. Гироскоп заверяет их, что у Ахима повреждена нога, но с ним все будет в порядке. Позже, когда гироскоп был в баре, к нему подошел дворянин по имени Мизами. Мизами высказался о пьяных охотниках, а гироскоп спросил, почему им заинтересовалась элита империи. Мизами объяснил, что гироскоп произвел на него сильное впечатление, показав ему сферу паладина. Гироскоп хочет, чтобы он перешел к сути, поэтому Мизами рассказывает, что гигантские звери не являются врагами человечества, но грядет война, которая разделит нас на две фракции. Так что, по сути, это гражданская война. Он считает, что им понадобятся такие бойцы, как Джайро. Джайро увольняет его, говоря, что он выбрал не того парня. Той ночью, когда Джайро отдыхал, он почувствовал землетрясение и увидел, что его копье светится. Он выбежал из дома и увидел сияющего куни на причале. Это напомнило ему о Токе. Чувствуя себя виноватым, Джайро понимает, что должен что-то сделать. Внезапно появляется гигантский зверь, сокрушающий стену своими руками и проникающий в город. Люди начинают спасаться бегством, за исключением этих двоих, которые не могут этого сделать. Тем временем городская стража преследует Куми, чтобы схватить ее. Они пускают в нее стрелы, но Джайро вмешивается и отбивает стрелы. Он прыгает к Куми и ловит ее, когда они оба падают в море. Когда они тонут, она отталкивает его, но он тянет ее назад и протягивает руку. Его копье с корабля всплывает на поверхность, а затем он удивляет Куми, целуя ее в лоб. Эти двое внезапно оказываются в пустоте. Джайро представляется как Джайро, а Куми говорит, что ей 22 года. Джайро спрашивает, почему такая клирикша, как она, находится в сопровождении паладина, но она слишком застенчива, чтобы объяснить. Джайро решает, что они поговорят об этом позже, потому что остановить гигантского зверя – их приоритет. Его копье наконец летит в его сторону, и он ловит его, начиная читать заклинание. Это заклинание начинает трансформировать тело Куми. Она распадается на 3D-частицы, в то время как гироскоп распадается пополам, позволяя частицам Куми войти в него. Это завершает контракт и может стать одним целым. Волосы гироскопа светятся, и он переносится обратно в город. Он говорит Куми, что они должны изгнать гигантского зверя из города. Но Куми в замешательстве спрашивает, что с ней происходит. Джайро, расстроенный, спрашивает, действительно ли она не знает, и Куми признается, что это ее первый раз, когда она находится внутри кого-то постарше. Джайро велит ей пока помолчать и бросается на гигантского зверя, дважды ударяя его и заставляя выпасть из города. Люди в замешательстве наблюдают за тем, как свет сражается с гигантским зверем. Джайро продолжает пытаться проткнуть жесткую шкуру зверя своим копьем. Зверь хватает Джайро за спину, останавливая его атаку. Затем его зеленые глаза становятся красными, и он швыряет Джайро в стену, прежде чем двинуться в сторону города. Куми спрашивает, все ли в порядке с Джайро, но он говорит ей, чтобы она перестала тявкать,
потому что он не может сосредоточиться и винит в своем состоянии слишком много выпитого. Джайро встает и использует свое копье, чтобы отрубить гигантскому зверю руку, замедляя его движение. Он задается вопросом, есть ли у зверя какие-нибудь слабости. Куми предлагает нацелиться ему в глаза, потому что они светятся красным, как у охотника на монстров. Гигантский зверь пытается схватить Джайро, но тот уклоняется. Он использует руки зверя, чтобы подбежать к его глазам и нанести удар ножом. Он замечает, что у жрецов, таких как Куми, всегда есть шестое чувство в отношении гигантских зверей. Джайро вонзает копье глубоко в глаза гигантскому зверю, отчего вспыхивает яркий свет и пронзает зверя насквозь. Красные глаза зверя тускнеют и закрываются, и он падает на землю. Джайро приближается к зверю, и из него появляется Кюми. Она восхищается поверженным зверем, называя его потрясающим, но Джайро валится с ног от усталости. Она выходит из себя и говорит ему, что купит пуха Феникса. Внезапно появляется девушка. Куми называет ее Майей, и Майя говорит ей, что знает место, где они могут получить медицинскую помощь для раненых. Пока Джайро был без сознания, ему приснился момент, когда он нащупал тока. В буквальном смысле этого слова. Джайро просыпается от этого сна и поднимается так быстро, что ударяется головой о потолок. Он поворачивается к Куми и спрашивает, действительно ли она ничего не знает о священнослужителях. Она признает, что знает только то, что они обладают невероятной силой. Джайро объясняет дальше, говоря, что сила священнослужителя огромна, но также и опасна. Они могут потерять контроль и выпустить миазмы, которые могут уничтожить все вокруг них. Вот тут-то и появляются паладины. Они действуют как сосуды, которые направляют силу жреца и контролируют ее. Он выражает свое разочарование тем, что паладины теперь используются только для охоты на гигантских зверей. Затем он спрашивает, почему империя преследует ее. Но она говорит, что это предупреждение о спойлере, и она расскажет об этом только в том случае, если вы, ребята, поставите лайк и подпишитесь на канал. Майя добавляет, что он заключил с ней контракт, но Джайро утверждает, что в противном случае им бы не поздоровилось. И советует им найти другого паладина, если они не отнесутся к этому серьезно. Он уходит, сказав Кюми, чтобы она убегала, пока у нее еще есть такая возможность. Он идет к своему кораблю и начинает его чистить, а когда закончит, возвращается в постель. Он упоминает имя Тока и оглядывается по сторонам, понимая, что его копье пропало. Он ищет его, но его нет в комнате. Он выходит на улицу и пытается позвать его, протягивая руки, но оно не долетает до него. Он задается вопросом, не застряло ли копье в дереве. Продолжая пытаться подтянуть его на себя, он замечает, что копье находится внутри корабля и понимает, что Куми попала в плен. Захватчики настороже, так как капитан приказывает им внимательно следить за Куми и Майей, которых он называет прототипом и вводной частью. Джайро прячется в воде, наблюдая за кораблем, замечая, что он загружен припасами и готов к отплытию. Джайро прокрадывается внутрь и изображает змею, требуя сообщить, где находятся девочки. Солдат сообщает, что они находятся в 5-й комнате на 2-м этаже, и Джайро вырубает его. Ему удается добраться до комнаты, где он находит девочек и свое копье, привязанное к Майе. Куми очень рада его видеть. Она говорит, что знала, что он придет за ними, потому что ему нравятся маленькие девочки. Майя говорит, что он пришел забрать свою любимую жену обратно, но Джайро игнорирует их и хватает свое копье, отвязывая его от Майи. Он говорит ей, что она сильно разозлилась на него, отобрав у него копье. Он уходит, не сказав больше ни слова, игнорируя вопрос Куми, все ли с ним в порядке. Майя считает Джайро бессердечным, а Куми, чувствуя грусть, говорит, что Джайро казался расстроенным. Они слышат, как люди кряхтят и падают, и Джайро кричит им, чтобы они поторопились. В конце концов, он пришел, чтобы спасти их. Они выходят и видят солдат, растянувшихся поперек коридора. Джайро говорит им, что они собираются красться, и они должны следовать за ним. Но сбежать не так-то просто, потому что их уровень скрытности слишком низок. Джайро начинает расходовать солдат, но их слишком много. Оказывается, корабль принадлежит Мизами. Они окружены, поэтому Джайро протягивает девочкам свое большое копье, приказывая им крепко ухватиться за него. Они так и делают, и копье начинает светиться. Джайро подпрыгивает в воздух, а девочки держатся за него, а затем ныряет в море. Капитан приказывает солдатам спустить корабль на воду и следовать за ними. Джайро использует копье, чтобы подвергнуть девочек воздействию давления воды в сотни килоньютон, и они прибывают на его корабль. Затем он запускает двигатель своего корабля и готовится к отплытию. Майя поражена внутренним убранством корабля, но Джайро прерывает ее, говоря, что выиграет им немного времени, пока она будет готовиться к старту. Майя соглашается и готовится управлять кораблем. Джайро и Куми выходят наружу, чтобы задержать врага. Он говорит ей, что они снова занимаются ковкой. Куми беспокоится и спрашивает, не повредит ли это солдатам. Джайро успокаивает ее, говоря, что они просто проделают большую дыру, чтобы потопить вражеский корабль, так что ей не стоит беспокоиться. Она наклоняется к нему, и он спрашивает, что она делает. Она говорит, что это из-за поцелуя. Он говорит ей, что не может этого сделать, так как федералы могут надеть на него наручники, и объясняет, что поцелуй был одноразовым, что приводит ее в замешательство. Враги наблюдают за тем, как, по их мнению, Джайро вызвал автоматические десантные корабли, но на самом деле это был всего лишь сам Джайро. Гироскопический ад врезается в борт их корабля, заставляя его наклоняться. Затем он прибегает к своей хитрости, разрушителю кораблей, и когда копье пронзает его насквозь, вспыхивает яркий свет. Группе удается извлечь его без суеты, но они забывают о своих редких образцах. Когда их корабль проходит через туманную зону, Куми восхищается видом снаружи. Все вокруг выглядит просто ужасно.
потому что леса напоминают ей о Нью-Гэмпшире, а в Британии все мусор. Затем Куми объясняет, что с ней случилось и почему за ней охотятся мизами. Она рассказывает, что 7 лет назад, когда у них было много прототипов, каждому из которых были присвоены номера, их воспоминания были перенесены на следующий прототип. Куми вспоминает себя номером 11, окруженной водой, пока мужчины в толстовках Supreme не выкачали воду из ее камеры. Они отвели ее в палату, где один из мужчин осмотрел ее жизненно важные органы и сообщил, что она добилась успеха. Однако прототип 11 потерпел неудачу. Номер 18 добралась до соседней комнаты, где ее привязали к стулу и дали ксанакс. Она начала читать заклинание, но на второй строке у нее началось короткое замыкание. Это привело к перегрузке ее энергии, что привело к взрыву и к тому, что она была полностью готова. Куми объясняет, что каждый неудачный прототип выпекался в печи человека. Когда она под номером 22 вышла из камеры, она упала на землю, кашляя. Мужчина в костюме, который в итоге стал ее героем, спросил, все ли с ней в порядке, и призвал ее выкарабкаться ради всеобщего блага. Затем ее отвели в палату, где ей несколько раз ввели фентанил. Она была напугана и испытывала боль. Но это не помешало мужчинам, включая Мазами, главаря наркоманов, проводить над ней эксперименты. Он приказал ей повторять заклинания, одновременно вводя ей максимальную дозу кетчупа Хайнц. Она сказала, что ее герой вернул ее в ее комнату и сказал, чтобы она продержалась еще немного, так как это скоро закончится. Но следующее, что она узнала, это то, что ее попросили сразиться с номером 23. Им обоим дали ножи, чтобы они нападали друг на друга. Она все еще колебалась, но на номере 23 были британские джинсы, и он сразу же без колебаний бросился на нее. Она твердо стояла на своем против номера 23 и начала произносить заклинания, из-за чего от нее начали исходить миазмы, которые начали разъедать руки номера 20, заставив номер 23 отступить, увидев это. Она была напугана, в то время как номер 23 злился на нее за то, что она тоже простила ей ковид. Они оба смотрели друг на друга, повторяя мантру на глазах у мужчин. Оказывается, для того, чтобы они были стабильны, им как сосудам не хватало отдачи, но именно их эмоции должны были выйти наружу. В частности, острые ощущения от убийства и страх смерти, число которых у 23-го было первое, в то время как у нее было второе. Она не хотела драться и отчаянно хотела, чтобы кто-нибудь пришел и спас ее. Номер 23 подошел ближе и ударил ее ножом в грудь. Но она начала светиться, и ее миазмы распространились по всему телу, разлагая нож в ее груди и разлагая руку номера 20. Затем номер 23 был отправлен в летучую Мексику, и больше его никто не видел. Видя, какой сильной она была, Мазами решил забрать ее из лечебницы. Они применили электрошок, чтобы вырубить ее, в результате чего она перестала светиться и она рухнула на пол. Она вспоминает, как сидела в своей комнате, чувствуя, что у нее ничего нет. Внезапно двери открылись, и ее герой велел ей поторопиться и убираться вон. Он протянул к ней руки, говоря, что им нужно бежать. Ее герой взвалил ее на спину и побежал вместе с ней. Она продолжала повторять заклинания, даже когда он велел ей остановиться и вести себя тихо. Он отругал ее, сказав, что если она будет слишком громко тявкать, это привлечет внимание толпы людей из кальмара Гейнса. Она не поняла, что он имел в виду, потому что он говорит по-вьетнамски. Но она уловила решимость в его голосе, когда он сказал ей, что она должна продолжать бежать, и неважно, куда она пойдет. До тех пор, пока она не хочет умирать, ей следует искать свет и продолжать бежать. Поэтому, когда она увидела свет, она побежала к нему, и он привел ее к двери, которая вела на вершину замка, а внизу была вода. Мужчины окружили ее и уговаривали вернуться в свою комнату, но она сказала, что просто сбила всех с ног. А потом она прыгнула в море внизу. С тех пор солдаты начали ее искать. После рассказа Джайра замечает, что машина везет их в деревню Рейнтропов. Он задается вопросом, пустит ли их туда, но Майя убеждает его предоставить это ей. Их корабль приземляется, и все жители деревни, которые являются зверолюдьми, пялятся на них. К счастью, жители деревни тепло встречают их. Пока они жуют закуски, к ним подходит человек по имени Дигл, камнедробитель. Джайра представляется, но Дигл смеется над именем Джайра. Дигл предупреждает Джайра об опасных зверях, которые в последнее время появились вокруг, но Джайра говорит им, что может справиться со всеми ними, но не в бою. Их разговор прерывает настойчивый мальчик по имени Мелон, который кланяется и просит стать учеником Дигла, но Дигл отказывается. Однако Мелон предлагает вместо этого научиться фехтованию на мечах, и Дигл соглашается обучать его после выполнения текущих заданий. После этого Майя спрашивает Джайра, беспокоится ли он о гигантских зверях, количество которых в этом году достигло исторического максимума. Но Джайра говорит ей, что ей следует беспокоиться о его гигантском звере, прежде чем задуматься, что ему следует делать, поскольку присоединение к битве покажет, что у них есть жрец. Майя комментирует, что он по сути использует Дигла в качестве приманки. Внезапно житель деревни объявляет, что появился красноглазый зверь. Джайра чистит свое копье, когда в комнату врывается Кюми с новостями. В деревню привезли
раненого Дигла. Глава деревни спрашивает, все ли с ним в порядке, и он отвечает, что с ним все в порядке, просто он немного избит. Он замечает Джайра и думает, что тот, должно быть, выглядит жалко, но Джайра успокаивает его, говоря, что ему не следовало смеяться над своим именем. Дигл предупреждает их о гигантском пиршестве с красными глазами, говоря, что у них нет ни единого шанса. Он замечает, что Мелона нет поблизости, и глава деревни беспокоится, что если Мелон ушел в лес. Джайра и девочки решают пойти в лес и поискать Мелона. Майя предлагает использовать свои способности, но Джайра не соглашается, опасаясь, что это привлечет нежелательное внимание Империи. Внезапно Джайра замечает Мелона, за которым гонится гигантский зверь. Мелон пытается убежать, но спотыкается и падает. Видя, что зверь приближается, Джайра бросается на его защиту, призывая Мелона бежать в безопасное место. Однако Мелон колеблется, и Джайра понимает, что это тот самый страшный красноглазый зверь, о котором предупреждали жители деревни. Джайра в шоке, потому что он похож на слона со щупальцами. Потому что так оно и есть. Зверь нападает на Джайра, но ему удается увернуться. Затем зверь атакует хоботом, едва не задевая Джайра, когда тот уклоняется от его ударов. Джайра быстро осознает ловкость зверя, но также замечает отсутствие у него интеллекта. Джайра понимает, что с Мелан все будет не так гладко, но все равно решает довести дело до конца и говорит Куми начинать. Она произносит заклинание, и они сливаются в одно целое, удивляя Мелан. Гигантский зверь снова запускает свои щупальца, но Джайра легко уклоняется от них и пронзает глаза зверя своим копьем. Яркий свет ослепляет бедное животное с яркостью 1000 солнц. Мелон был ошеломлен, узнав, что Джайра паладин. Джайра напоминает ему, что он велел ему вернуться в деревню, за что Мелон приносит извинения. Куми защищает Мелона, но Джайра не обращает на это внимания, предупреждая Мелона забыть все, что он видел, и угрожая ему, что он превратит его в первого в истории человека-зверя Биг Мака, если он расскажет всем, чему только что стал свидетелем. Мелон, испуганный, соглашается хранить молчание. Позже той же ночью в деревню входит таинственная девушка и направляется прямиком в бар. Жители деревни смотрят на нее с подозрением, предчувствуя неприятности. Группа Джайра тоже находится в баре, так как он был для них надежным убежищем. Куми подходит к таинственной девушке и протягивает ей полотенце. Девушка представилась Романой, одной из 10 красавиц-травниц в городе. Она вытирает полотенцем свой чемодан и объясняет, что в нем содержатся лекарственные травы, которые она использует, чтобы помочь раненым. Куми провожает Роману к их столику, где Романа бросает вызов Джайра в нескольких играх и выигрывает в каждой из них. После этого они делятся напитками и историями. Романа раскрывает свое прошлое, рассказывая о том, как 3 года назад в зоне боевых действий в пустыне она служила травницей, леча раненых солдат. Романа делится своей историей с группой, не внося абсолютно ничего, кроме слезливой истории. На следующий день Джайра и девочки готовятся покинуть деревню, прощаясь с жителями, которые благодарят их за помощь. Майя заверяет их, что ничего страшного не случится, а Кюми выражает благодарность за вкусную еду. Пока Джайра наблюдает, как девочки прощаются, он замечает, что Романа держит его копье. Она решила присоединиться к команде, сославшись на опасность, которую представляют гигантские звери и ее потребность в защите. Джайра заявляет, что он никогда не соглашался брать ее с собой или быть ее телохранителем. Но Романа настаивает, что если он не согласится, она сообщит о нем федералам. Майя замечает, что присутствие рядом такого врача, как Романа, пойдет ей на пользу, а Кюми добавляет, что это пойдет ей на пользу, поскольку она не видит другого выхода. Джайра неохотно соглашается, понимая ценность присутствия в группе этой совершенно великолепной шоколадной принцессы. Они все садятся на корабли и отплывают, а все 18 жителей деревни машут им на прощание. Однако они не единственные, кто присоединился к группе. Мелон тоже находится на борту корабля, так как им нужна была собака для развлечения. Куми объясняет, что Дигл попросил их взять с собой Мелона. Теперь Мелон обращается к Джайра как к хозяину, желая учиться у него, в то время как Романа предлагает им рассматривать себя в качестве партнеров по путешествию, сопровождающих его. Несмотря на то, что он чувствует себя немного подавленным, Джайра принимает их присутствие без жалоб. Когда Джайра ведет корабль низко, он вынужден резко остановиться, чтобы не врезаться в старика, стоящего перед кораблем. Мелон выбегает навстречу старику, чтобы поприветствовать его, показывая, что он Дзен морозной зимы. Все собираются вокруг, пока Мелон знакомит их с Дзен. Дзен теперь называет себя Дзен дряхлый, комментируя рост Мелан. Эти двое вспоминают о тренировках в деревне Мелан, причем Дзен отмечает постоянную поспешность Мелан. Романа и Майя представляются друг другу, за ними следуют Джайра и Куми, которые исключительно вежливы. Дзен расспрашивает об их путешествии, и Мелан подтверждает, что они направляются на юг. Дзен предупреждает их о том, что оттуда они могут попасть на территорию альпинистов. Чиро и Майя выражают беспокойство, но Дзен уверяет их, что он знаком с альпинистами. Мелон нетерпеливо спрашивает, не присоединится ли к ним Дзен, но Дзен объясняет, что не может, и обещает вместо этого отправить им письмо. Куми любезно благодарит его за помощь. Группа продолжает свое путешествие, и Куми собирает их, чтобы признаться, что, по ее мнению, появление красноглазых зверей – это ее вина. Мелон просит разъяснений, и Романа задается вопросом, не связано ли это с духовными способностями Куми.
Куми объясняет, что она заметила, что красноглазые звери начали появляться после того, как она выпустила запрещенный вейп-сок. Романа задается вопросом, может ли Куми быть акустической, но Джайра предполагает, что Куми выпустила волну миазмов, когда потеряла контроль над своими силами, связывая это с приходом красных глазастые звери. Однако он также считает, что это может быть связано с гуманоидными животными из его прошлого. Несмотря на заверение Джайра, Куми все еще чувствует себя виноватой, но Джайра настаивает, что ее силы были под контролем с тех пор, как они покинули город. И никакого черного тумана не было, так что должна быть другая причина, стоящая за этим. Красноглазые звери. Куми по-прежнему не уверена, но Джайра уверяет ее, что он совсем справится. Он напоминает ей, что он ее паладин, и это доводит ее до крайности. Мелон вмешивается в разговор, выражая свою уверенность в том, что Куми тоже ни в чем не виновата. Майя добавляет, что если Куми нужно убедить, то они могут выяснить, откуда берутся красные звери. Прибыв на вершину горы на гироскутере, Куми отправляется в путь, оставив Майю и Роману наготове. Когда они поднимаются, гироскутер замечает каких-то людей и расспрашивает их о красноглазых зверях. Беловолосый парень по имени Фасад отвечает, утверждая, что они понятия не имеют об этих зверях, но, похоже, привлекли гироскутера, которого он считает плохой новостью. Потрясенный, гироскутер узнает в Фасаде одного из своих товарищей, который присутствовал при смерти Тока. Он спрашивает, почему Фасад все еще жив, но Фасад не узнает его и говорит ему уходить, если он не хочет умереть. Отказываясь отступать, Джайра готовит свое копье, чтобы сразиться с Фасадом. Глаза Фасада становятся зелеными от гнева, когда он понимает, что Джайра паладин. Он бросается на Джайра, безжалостно атакуя, но Джайра защищается, не отвечая на удар. Несмотря на то, что одна из атак Фасада отбросила его назад, Джайра удерживает равновесие, опираясь на копье, и спрашивает, что случилось с Фасадом. Фасад молчит, готовясь к новой атаке. Джайра проверяет, готова ли Куми к бою, и она подтверждает это. Джайра произносит заклинание и сливается с Куми, готовясь противостоять Фасаду. Джайра бросается на Фасада, и их оружие громко лязгает. Джайра пытается прорвать оборону Фасада, подавляя его и оттесняя назад. Однако Джайра начинает тяжело дышать, изо всех сил стараясь не отставать. Фасад готовится к новой атаке. Джайра спрашивает Фасада, что с ним случилось, но Фасад вместо этого бросается на него. Они снова сталкиваются, и сила столкновения их оружия создает вокруг них огромный всплеск энергии. Взрывная волна отправляет их обоих в полет к горным стенам. Сбитый с толку, Джайра пытается понять, что происходит, в то время как Фасад лежит без сознания. Внезапно Годзё Сатору запускает в Джайра фиолетовой пустотой, но тот отбивает ее своим копьем. Но на самом деле это не всеми любимый Годзё без торса, а девушка в черном плаще, которая медленно приближается к нему. Она снимает плащ, обнажая себя, и называет Джайра мошенником, называя его психом. Джайра потрясен, осознав, что эта девушка священнослужительница, и, к его удивлению, она выглядит точно так же, как Куми, но более злобно. Священнослужительница насмехается над Джайра, называя его неудачным продуктом, но она имеет в виду Куми, которая находится внутри него. Затем она вызывает два пустотелых фиолетовых шарика и бросает их в Джайру, которые по пути сливаются в один. Джайра изо всех сил пытается заблокировать атаку из-за проблем с навыком, но все же ему удается отразить ее. Однако он внезапно падает, чувствуя, что его силы иссякают. Запаниковав, Куми начинает сходить с ума, увидев другого жреца. Джайра убеждает ее успокоиться, но она продолжает паниковать, вспоминая свое пребывание на объектах и существование других прототипов. В отчаянном порыве Куми отрывается от Джайра и сразу же встает перед ним, когда приближается другой жрец. Удивленный, жрец требует объяснить, о чем тявкает Куми. Посреди всего этого хаоса Фасад встает и присоединяется к жрецу. Куми пытается урезонить жреца, объясняя, кто она такая и как познакомилась с Джайра. Священнослужитель спрашивает, почему Куми объясняет ей сюжет, если она не является каналом, на котором транслируется аниме. Куми говорит, что хочет напомнить зрителям, в чем суть сюжета. Священнослужительница признается, что в прошлом убивала много таких же болтунов, как Куми, но Куми утверждает, что убивать неправильно, а значит и умирать. Разъяренный священнослужитель велит ей поговорить с рукой, направив на Куми пустотелый фиолетовый шар. Но Джайра быстро подхватывает ее и отпрыгивает, едва не задев, уклоняясь от нападения. Джайра заверяет Куми, что они разберутся со священнослужителем позже, но им нужно разобраться с Фасадом первого, на что Куми соглашается. Они снова сливаются воедино, и Фасад бросается на них, ударяясь о камень, на котором стоял Джайра, прежде чем отпрыгнуть в сторону. Обеспокоенный, Джайра спрашивает, тот ли это Фасад, которого он знал. Куми чувствует запах гигантского зверя, исходящий от Фасада. Они сталкиваются оружием, Фасад атакует, а Джайра блокирует его быстрые удары,
Фасад насмехается над Джайро, призывая его не сдерживаться. Эти двое вступают в бой в быстром темпе, их движения кажутся священнику, стоящему на скале, вспышками света. Заинтересовавшись выносливостью Куми, священник запускает в них фиолетовой сферой, в результате чего Куми и Джайро расходятся. Она вмешивается и заявляет, что больше никаких игр не будет. Куми предлагает заманить священника к горе, чтобы попытаться урезонить ее. Джайро колеблется, считая это слишком рискованным, но Куми умоляет его, настаивая на том, что она обрела просветление и верит, что сможет убедить священника остановиться. Она уверяет Джайро, что не совершит ничего безрассудного. Джайро неохотно соглашается, но предупреждает ее, чтобы она не совершала ничего безумного. Чтобы отвлечь внимание, он вонзает свое копье в землю, позволяя им обоим отделиться друг от друга, и Кюми направляется в горы. А жрец следует за ней по пятам, не подозревая о плане. Фасад расспрашивает Джайро о том, что он может делать без своего жреца. Джайро уверенно отвечает, что у него есть пара трюков в рукаве. Он делает вид, что атакует, но Джайро блокирует все его удары и контратаки. Внезапно Фасад исчезает, когда копье Джайро пронзает то место, где он только что был. Будь настороже, Джайро начинает осматривать окрестности и готовит свое копье, поворачивая лезвие к себе спиной. Это останавливает движение Фасада, когда он снова появляется позади Джайро, чтобы атаковать. Фасад спрашивает, как Джайро узнал об этом, и Джайро отвечает, что он знаком с его игрой. Фасад шокирован, когда Дзен появляется у него за спиной и приставляет лезвие к его спине. Дзен показывает, что ему не составило труда проследить за движениями Фасада. Теперь Фасад зажат между ними двумя. Тем временем Куми и жрец добираются до горы. Куми начинает говорить, рассказывая жрецу, что они оба похожи и родились на свет не для того, чтобы умереть. Разозлившись, жрец отвергает слова Куми, называя их нелепыми, и выпускает в него фиолетовую струю. Куми, испуганный, но решительный, блокирует атаку, удивляя жреца. Несмотря на то, что жрец увеличивает интенсивность атаки, Куми легко отбивает ее. Сбитый с толку, жрец спрашивает, почему Куми не сопротивляется. Куми отвечает, что она пришла не сражаться, а спасти ее. Жрец продолжает бросать фиолетовые шары, когда Куми приближается к ней, но ни один из них не причиняет Куми вреда. Куми успокаивает жреца, говоря ей, что внешний мир огромен, но они могут исследовать его вместе. Жрец начинает терять контроль над собой, когда начинает светиться, но Куми крепко обнимает ее, умоляя открыть свое сердце. Когда Куми обнимает ее, священнослужитель начинает видеть все, что Куми пережила во внешнем мире, включая друзей, которых она завела. Потрясенная священнослужительница перестает светиться и падает на землю, слезы текут по ее лицу, когда она осознает, каков на самом деле внешний мир. Куми уверяет ее, что они могут исследовать его вместе и что ей не нужно беспокоиться. Как раз в этот момент Мелон окликает Куми, прерывая их разговор. Куми так рада его видеть, что бежит навстречу ему и остальным. Священнослужительница размышляет про себя, осознавая, что существует внешний мир, о котором она ничего не знает, мир, где ей не придется сталкиваться лицом к лицу со смертью. Протянув к ним руку, она неожиданно касается водной преграды. Она видит, как Куми и остальные улыбаются ей, но затем они начинают исчезать, оставляя ее в замешательстве. Она не в состоянии понять свои эмоции, и ее зрение начинает затуманиваться. Священнослужительница приходит к выводу, что она и Куми все-таки не одно и то же, понимая, что она не может встать на сторону Куми. Чувствуя, как ее подсознание подталкивает ее, Мазами говорит ей, что смерть ее единственное спасение, и она начинает читать предсмертную песнь. Когда она начинает светиться, Куми замечает это и приходит в замешательство. Призывая группу поспешить на корабль, Куми бежит к священнику, в то время как остальные спешат обратно на корабль. Куми обнимает священнослужительницу, умоляя ее остановиться и спрашивая, что случилось. Она призывает священнослужительницу успокоиться и держаться, но священнослужитель продолжает читать предсмертную песнь, к большому беспокойству и замешательству Куми. Все, что она может сделать, это умолять священнослужительницу прийти в себя. В последний момент перед тем, как ее свет взорвется, священнослужительница резко прерывает пение на полпути, по ее лицу текут слезы. Куми крепко держится за нее, когда свет расширяется, испепеляя все вокруг и создавая мощный ветер, который толкает корабль. Фасад замечает это и прыгает навстречу свету, заявляя, что все на месте. Тем временем Джайро беспокоится о безопасности Куми. Пока Куми держится, она замечает, что кольцо на пальце жреца раскололось, и сфера, созданная светом жреца, окружена кольцом. Кольцо расширяется, образуя клетку вокруг сферы. Джайро прибывает на место происшествия и приходит в замешательство от того, что видит. Клетка сжимает сферу света, заставляя ее исчезнуть. Разрушения, вызванные сферой света, огромны, превращая все, что она поглотила, в пепел. Джайро спешит на место происшествия, встревоженный разрушениями. Тем временем Куми продолжает удерживать священника, который еще не умер. Подняв глаза, священник замечает, что смерть – это не такая уж большая проблема. Она признает, что не может быть такой же, как Куми, поскольку все люди в мире разные. Внезапно с неба сияет свет, и священник говорит, что внешний мир прекрасен, поощряя Куми продолжать жить.
Затем она протягивает руку к фигуре, напоминающей Тока, указывая на то, что она скончалась. Куми плачет, обнимая священнослужительницу, чувствуя, что не в силах спасти ее. Несмотря на все ее усилия, она не смогла предотвратить смерть священнослужительницы. Куми очень устала и упала в обморок, поэтому ее отнесли обратно на корабль. Романа сейчас заботится о ней. Когда Куми очнется, Романа обрадуется, что с ней все в порядке. Куми садится, и Романа дает ей выпить какое-то лекарство. Куми делает глоток, но останавливается, потому что оно горькое на вкус. Романа смеется и говорит, что это хорошо, потому что если бы оно было вкусным, то что-то было бы не так. Куми спрашивает, где Джайра, и Романа указывает на него, спящего на полу. Романа говорит, что он присматривал за Куми без сна, поэтому они поменялись местами. Куми наконец-то становится лучше, и группа покидает гору, а Майя ведет корабль к их следующей остановке. На следующее утро Куми стоит на корабле и думает о возвращении в страшную лабораторию, из которой она сбежала. Но теперь она храбрая и больше не боится. Майя спрашивает, что она делает, и Куми видит, что все собрались. Она спрашивает, в чем дело, и Романа толкает Джайра локтем, который начинает стесняться. Романа говорит, что у них есть подарок-сюрприз для Куми, который они придумали все вместе. Бен Романа подталкивает Джайра к Куми. Джайра начинает с того, что говорит, что Куми отстаивает свою позицию не потому, что она эгоистка, а потому, что хочет помогать другим. Он считает, что это признак того, что она стала взрослой. Куми с нетерпением слушает, как Джайра откашливается и называет ее полным именем – Куми 22. Он говорит ей, что наблюдение за ее ростом и стараниями дало им всем надежду. Он верит, что она сможет донести эту надежду и до всех сотрудников лаборатории. Вот почему они думают, что она готова к новому прозвищу, которое, как он надеется, она сможет использовать со своими новыми друзьями. Отныне она будет известна как Куми цветущий цветок. Это удивляет Куми, и она кланяется, благодарит Джайра и остальных с широкой улыбкой на лице. Позже Куми лежит в постели, уставившись в потолок. Мелон, Джайра и Романа тоже находятся в комнате. Мелон спрашивает, может ли она рассказать им о лаборатории, из которой она сбежала. Романа ругает его, говоря, что он не должен спрашивать ее об этом. Но Джайра встает со своей кровати, говоря, что всем лучше знать подробности, и спрашивает разрешение у Куми. Поразмыслив, Куми соглашается. Куми начинает с объяснения, что в прошлом было много других девочек, которые выглядели точно так же, как она, и были такого же роста, как она. Лаборатория. Она говорит, что когда она проснулась, то обнаружила, что находится внутри странного резервуара с водой. После того, как ее выпустили, ей приказали убить. Они заставили их драться друг с другом, и она была вынуждена принимать много наркотиков каждый день. Романа добавляет, что это может объяснить химический запах, исходящий от Куми. Мелон спрашивает, зачем они все это сделали, и Джайра отвечает, что это было сделано для того, чтобы вооружить священнослужителей. Он объясняет, что это был слух, когда он был в Империи. Но священнослужителям промыли мозги, чтобы они поклонялись глухим, превратив их в человеческое оружие, которому не нужны солдаты или паладины. Они исследовали, как заставить жрецов добровольно раскрыть всю свою мощь, так как в результате взрыва может быть легко уничтожен целый город. Романа добавляет, что должно быть именно это они наблюдали вместе с другим жрецом и Куми. Джайра продолжает, говоря, что мысль о смерти пугает жрецов не так сильно, как террористов-смертников. Мелон говорит, что он понятия не имел, что Империя творит такие ужасные вещи. Куми говорит, что вскоре после этого ее перевели недалеко от портового города, и ей удалось сбежать. Она узнала, что внешний мир полон веселья и чудесных вещей, вкусной еды и добрых людей. Куми продолжает, говоря, что хочет спасти других девочек, которых она оставила позади, и позволить им тоже познакомиться с внешним миром. Но она чувствует себя виноватой, потому что не смогла спасти священника, с которым они столкнулись. Она задается вопросом, было бы все по-другому, если бы она не убежала в первую очередь. Джайра успокаивает ее, говоря, что она поступила правильно, найдя способ сбежать самостоятельно, и благодаря этому она все еще жива, а это самое главное. Он говорит ей, что никто не может винить ее, потому что все изменилось бы, если бы она осталась. Куми встает с кровати и спрашивает, действительно ли это нормально, что она сбежала. Джайра уверяет ее, что так оно и есть. Мелон добавляет, что все, кто превращает маленьких девочек в оружие войны, являются абсолютными монстрами, с чем Романа согласна. Джайра говорит Куми, что пора перестать убегать и что они возвращаются, чтобы вызволить друзей Куми из лаборатории. Куми очень рад это слышать. Группа прибывает в лабораторию, которая занимает огромную территорию. Куми упоминала, что большинство объектов находится под землей. Джайра объясняет, что у Куми не будет достаточно времени, чтобы убедить каждого прототипа по очереди. Поэтому они просто вырубят их и сосредоточатся на том, чтобы отменить промывание мозгов после того, как они покинут лабораторию. Романа советует использовать свои травы, чтобы усыпить их, чтобы избежать их пробуждения. Мелон сомневается и спрашивает, есть ли у кого-нибудь идея получше, но никто этого не делает. Майя спрашивает Джайра о плане постоянной охраны солдата. Джайра говорит, что они не будут представлять особой угрозы, они быстро разберутся с ними, а затем уведут девочек. Куми очень взволнована и говорит, что им не о чем беспокоиться, потому что она верит, что их план сработает.
Джайра и Куми объединяются и продвигаются к лаборатории. Один из солдат замечает их и докладывает командиру, после чего звучит сигнал тревоги. Все солдаты выходят навстречу Джайра. Джайра первый спрашивает, есть ли необходимость сражаться, и говорит им, что он паладин, так что не имеет значения, превосходят ли они его численностью, потому что он может послать их, все летят с одной атаки. Командир отказывается отступать и приказывает солдатам открыть огонь. Солдаты стреляют, но совершенно не замечают Джайра. Джайра движется с огромной скоростью и легко уничтожает всех охранников, оставляя только командира и еще одного солдата, которые немедленно сдаются, увидев его мощь. Они отходят в сторону, когда входит Джайра. Солдат спрашивает, не стоит ли им броситься в погоню, но командир говорит, что они уже проделали достаточно работы, чтобы заработать себе зарплату, поэтому они убегают. Внутри крепости Джайра сталкивается лицом к лицу с Фасадом, который его ждал. Они брецают оружием, создавая вокруг себя электрические искры. Оба пытаются одолеть друг друга. Фасад говорит, что сила Джайра достойна презрения, а Джайра отвечает, что он это знает, потому что паладины даже не могут сражаться, не лишая жизни жрецов. Он добавляет, что быть паладином – это худший способ жить, и именно это Фасад также говорил в прошлом. Но этих слов было недостаточно, чтобы заставить Фасада сдаться. Джайра добавляет, что Фасад даже пытался изменить ход войны, чтобы священнослужители не стали жертвами конфликта. Фасад спрашивает, о чем вообще говорит Джайра. Гироскоп толкает Фасада, говоря ему вспомнить свое прошлое, а затем отправляет его в полет своим копьем. Фасаду удается не улететь слишком далеко, и он заявляет, что обрел реальную силу, достаточно сильную, чтобы сражаться, не полагаясь ни на каких жрецов. Он начинает двигаться так быстро, что кажется, будто его много. Затем он атакует слева от Джайра. Но Куми говорит Джайра, откуда он на самом деле будет атаковать. Джайра раскручивает свое копье и поворачивается вправо, приставляя его к груди Фасада, который потрясен тем, что Джайра остановил его. Фасад понимает, что это дело рук Куми. Джайра говорит, что у паладинов в основном две пары глаз, цитируя Фасада. Он пронзает кристаллы в груди Фасада насквозь, обнажая его слабость. Фасад видит воспоминания о девушке, стоящей у окна, но смущен тем, что он увидел. Внезапно он задыхается и, спотыкаясь, начинает пятиться назад, уходя прочь. Джайра окликает его, но он велит ему оставаться на месте. Куми отделяется от Джайра, в то время как остальная группа присоединяется к ним. С видом побежденного чувством вины группа переходит в соседнюю комнату. Они останавливаются перед дверью, и Джайра спрашивает, правильный ли это путь. Куми подтверждает это, говоря, что остальные уже за дверью. Гироскоп распахивает двери, и они заходят внутрь, чтобы увидеть капсулы, наполненные водой. Он спрашивает, есть ли в них девочки, и Куми говорит, что так и должно быть, но когда Джайра заглядывает в капсулу, она оказывается пустой. Затем они видят одного из жрецов, который читает предсмертную песнь и уже светится. Она кричит на Куми, называя ее неудачным продуктом и говоря, что она должна умереть, но Джайра быстро вырубает девушку, прежде чем она успевает взорваться. Он зовет Роману начинать. Романа, Мелон и Майя едут в тележке, которую они будут использовать для перевозки девочек. Мелон боится, что они могут либо преуспеть, либо провалить задание. Романа говорит, что им следует поторопиться, пока девочка не проснулась. Романа повязывает девочке на шею свою траву, говоря, что это поможет ей немного поспать. Группа продолжает продвигаться вперед и видит, что вокруг полно руин. Джайра говорит, что это, возможно, те самые старые руины, о которых говорил Дзен. Куми говорит, что это возможно, и она никогда не заходила так далеко внутрь. Романа с подозрением относится к надписям на стенах. Они входят в дверь, а за ней несколько священнослужителей, которые начинают скандировать неудачный продукт, и все они начинают светиться. Джайра спрашивает, были ли это все они, и Куми подтверждает это. Он говорит, что они не могут уничтожить их всех сразу. Куми кричит девочкам, чтобы они остановились, и Романа быстро прикрывает ее, в то время как Джайра прикрывает их, ожидая взрыва. Но затем внезапно раздается звуковой сигнал системы, который изменяет последовательность промывания мозгов девочкам, и потоки света начинают подниматься столбом. Все девочки останавливаются, и их синий свет начинает мигать, а затем исчезает. Джайра видит это и приходит в замешательство. Все девочки перестают светиться и теряют сознание. Романа перестает прикрывать Куми и идет проверить, как там одна из девочек. Куми беспокоится, что они могут быть мертвы, но Романа успокаивает ее, что девочки просто упали в обморок. Входит Майя и восклицает, что будет очень больно выносить их всех оттуда. Джайра спрашивает о руинах, а Майя говорит, что не знает, и это вопрос к сотрудникам службы безопасности. Джайра говорит Куми, что они отправляются на поиски Мизами и просит Роману разобраться с девочками, что она и подтверждает. Мелон возвращается с тележкой после того, как отвезет на корабль первую попавшуюся им на пути. Джайра и Куми бродят по руинам в поисках Азами, но заходят в тупик. Однако, когда Джайра кладет руки на стену, она меняет цвет с красного на белый и открывается, открывая большую комнату. В этой комнате Мазами стоит перед гигантским гуманоидным зверем, заключенным за стеной.
стекло. Куми спрашивает, что это за штука, и Джайро, узнав ее, говорит ей, что это гигантский гуманоидный зверь. Мизами поворачивается к ним, и в его глазах читается. Он признает, что с тех пор, как увидел Джайро в порту, он был прав насчет того, что он паладин. Джайро говорит Мизами сдаться, так как больше некому ему помочь. Мизами утверждает, что он не ожидал, что Джайро победит Фасад и справится со всеми прототипами, но они все равно уже изжили себя. Он смело заявляет, что он это все, что нужно, вместе с идеальным оружием, стоящим рядом с Джайро, имея в виду Куми, которую он называет номером 22. Он говорит, что Куми обладает сильным духом, который дал ей полный контроль над своими силами, что делает ее достойной стать его партнером в управлении низшими видами. Он подходит к ним и объясняет, что нашел истину, спрятанную в руинах, и готов поделиться ею с ними, раз уж они зашли так далеко. Это история низших видов, гигантских зверей, которые бороздят землю, и богов, которые их создали. Внезапно второй глаз Назами покраснел. Назами объясняет, что все низшие виды, живущие на нашей планете, являются всего лишь инструментами. Давным-давно люди считались самыми близкими к богам, а другие виды были созданы для того, чтобы служить им. Но со временем люди забыли об этом, и теперь низшие виды думают, что они равны людям. Он утверждает, что он единственный, кто помнит правду и раскрыл истинную историю мира. Мазами считает, что пришло время низшим расам предстать перед судом, основанным на этой истинной истории. Джайро говорит, что именно поэтому Мазами хотел войны. Мазами говорит, что война – это выход, и как только она начнется, Куми станет священным пламенем, которое очистит земли от низших рас. Джайро говорит ему остановиться, но Мазами только смеется, говоря, что Джайро, должно быть, думает, что он просто какой-то беспомощный ученый. Затем Мазами трансформируется, сбрасывает одежду и превращается в огромного гуманоида. Джайро и Куми объединяются, чтобы сразиться с ним. Это место начинает трястись и рушиться. К счастью, Романа, Майя и Милон уже перевозили последнего жреца. Майя говорит, что они могут уходить, потому что она уверена, что Джайро и Кюми справятся с остальным. Романа доверяет ее словам, и они покидают этот район. Тем временем Джайро сильно избивают, и он тяжело приземляется на землю. Мазами утверждает, что он владеет истинной силой, способной победить всех до единого представителей низших рас. Он берет Джайро за голову и спрашивает, все ли у него на это есть. Джайро пытается сопротивляться, но Мазами ловит его копье, говоря, что это просто старое оружие, которое на него не подействует. Затем он хватает Джайро и вытаскивает Куми из себя, используя ее как щит, прежде чем швырнуть Джайро в стену. Он поворачивается к Куми и говорит ей прекратить сопротивляться и просто следовать за ним. Он обещает сохранить жизнь Джайро, если она послушается его. Джайро пытается отговорить ее от этого, но он слишком слаб. Мазами подходит к ней и называет ее номером 22, но она вызывающе заявляет, что ее зовут Куми Цветущий Цветок, и отказывается идти с ним. Мазами смеется над ее именем, называя его глупым и говоря, что именно этого он и ожидал от такой, как она. Куми сердится и говорит Мазами, что ее имя особенное и наполнено добрыми чувствами ее друзей, и он не должен сметь смеяться над ними. Затем ее глаза становятся зелеными, пробуждая гигантского зверя-гуманоида. Он протягивает руки к Мизами, и Куми говорит ему, что он заплатит за то, что сделал. Чиро потрясен, увидев это. Мизами пытается убежать, но гигантский гуманоидный зверь хватает его и бросает в свою пасть, после чего его засасывает в землю. Куми теряет сознание, и Джайро бросается к ней, когда все вокруг начинает рушиться. Он берет ее на руки и убегает. Все вокруг рушится само по себе. Джайро выносит Куми на улицу и прислоняет ее к скале. Брахман спрашивает, все ли с ней в порядке, и он подтверждает это. Майя обращает их внимание на что-то приближающееся к ним, на два корабля. Корабли останавливаются перед ними, и из одного из них выходит леди, а за ней следует девочка с рогами. Джайро звонит леди Цураги, потрясенной ее появлением, и спрашивает, действительно ли она та самая. Она подходит к нему и говорит, что прошло много времени. Джайро замечает каких-то мужчин позади нее и спрашивает, кто они такие. Лидер представляется как Крионис, великий покоритель небес, и говорит, что он служит вождем секурианцев. Джайро заявляет, что Мазами мертв, оставляя им разбираться с остальным. Суруги подходит к Куми и спрашивает Джайро, является ли она его нынешним клириком. Она замечает кольцо на руке Куми и предполагает, что должно быть это оно и есть. Суруги объясняет, что технология, используемая для создания прототипов, может спровоцировать войну, поэтому им нужно искоренить это и скрыть. Крионис добавляет, что в каждую деревню уже отправлены гонцы, чтобы предотвратить любые конфликты. Джайро спрашивает, предусмотрено ли для них какое-либо наказание. Сураги говорит, что было бы безопаснее избавиться от Джайро, но у них на уме другой план.
Крионис упоминает технику, переданную секурианцами, которая может полностью подавить способности жреца. Они планируют провести этот ритуал подавления над Куми в своей деревне, а затем повторить процесс, чтобы вылечить других девочек. Фуруги добавляет, что после этого Джайро придется отказаться от своего нынешнего имени и начать жить под совершенно новым именем. Джайро эта идея не нравится, это видно по его лицу. Сурджи признает, что это будет нелегко, но все они будут официально объявлены мертвыми. Мелан спрашивает, означает ли это, что их путешествие закончится, как только они доберутся до деревни Секуриан. Крионис говорит, что нет уверенности в том, что все пройдет так гладко. Он упоминает момент страшного суда, и Романа спрашивает, что это значит. Крионис объясняет, что согласно легендам, когда наш мир достигнет пика зрелости, придут боги и украдут все. Джайро вспоминает, что Мизами говорил о чем-то подобном. Крионис объясняет, что красноглазый зверь, с которым они столкнулись, является показателем этого. Они служат авангардом, готовясь к приходу Го, пожирая всех людей и разрушая мир, каким они его знают. Он добавляет, что секьюрити считают своим долгом подготовиться к моменту страшного суда. Ксурги говорит, что это все, и Джайро должен считать себя зачисленным в армию, пока все не закончится. Джайро соглашается, не зная, какую помощь он может предложить, но желая присоединиться. Внезапно он кричит на Куми, у которой изо рта течет кровь, и она падает на землю, встревожив остальных. Когда они погрузили все прототипы на корабль, уже наступила ночь. За Куми присматривают Джайро и Романа после того, как она прошла курс лечения в Крионисе. Романа говорит Крионису, что его лекарство помогает, и Крионис отвечает, что они привезли с собой из деревни несколько стандартных лекарств. Романа хвалит лекарство, говоря, что оно действительно эффективное. Крионис ведет себя скромно, говоря, что лекарство не такое уж замечательное. Джайро слушает их и замечает, что Цуги подслушивает у двери. Когда она понимает, что ее заметили, она уходит, как ни в чем не бывало. Он следует за ней и спрашивает, в чем дело. Цуги говорит, что Кюми доживает свой век. Джайро возражает, говоря, что она всего лишь ребенок, и он знает, что силы могут оказывать физическое воздействие на священнослужителей, но он никогда не думал, что это так плохо. Басурги соглашается, но объясняет, что Куми не обычный клирик, а вооруженный клирик, созданный мазами. Она говорит, что подавляющая сила, выходящая за пределы человеческих возможностей, была насильственно вложена в тело Куми, и цена этого — сокращение продолжительности жизни. Она добавляет, что прототипы создавались как оружие, поэтому не было смысла делать их долговечными. Услышав это, Джайро разозлился и схватил Сурак за шиворот, но она только ухмыльнулась ему. Он спросил ее, что тут смешного, и она сказала, что забеспокоилась, услышав, что его зовут уже мертвым, но, похоже, он снова стал прежним Тандерболтом. Он говорит Сураге остановиться и не менять тему. Он спрашивает ее, что они могут сделать для Куми. Суриги говорит, что состояние Куми должно стабилизироваться после того, как секурианцы проведут ритуал по подавлению ее способностей. Но это не меняет того факта, что ее жизнь подходит к концу. Джайро спрашивает, сколько времени осталось у Куми. Сураги говорит, что максимум от 6 месяцев до года, а может быть и меньше. Джайро не может поверить, что Куми осталось жить недолго. Он утверждает, что она всего лишь ребенок и еще не научилась получать удовольствие от хорошей еды. Она такая добрая, что хотела спасти других особей и остановить войну. И после того, как она подвергла себя опасности, чтобы добиться этого, несправедливо, что ее вот так вознаграждают. В ночи такая тишина, что Джайро становится больно. Он спрашивает Цуруги, что он должен сказать Куми. Джайро тренируется с копьем, ударяя по дереву с такой силой, что оно ломается и падает. Он замечает, что Куми сидит неподалеку и с восхищением наблюдает за ним. Он извиняется за шум и спрашивает, не был ли он слишком громким. Куми встает и качает головой, благодаря его за все, что он для нее сделал. Джайро удивляется, почему она вдруг почувствовала такую благодарность. Она объясняет, что он отправился в это путешествие ради нее. Джайро отмахивается от этого, говоря, что это ерунда, и упоминает, что она освободила его от проклятия, так что он должен быть благодарен ей. Куми спрашивает, что он планирует делать, когда все закончится. Дзиро говорит, что они предотвратили большую войну, так что он попросит награду у Цуруги, и тогда они смогут немного отдохнуть. Он также упоминает, что вернет свой долг Роману. Куми садится на корточки, пристально смотрит на него и спрашивает, не скрывает ли он чего-нибудь. Джайро отрицает это и встает, чтобы продолжить тренировку. Она предполагает, что ее болезнь может быть серьезнее, чем он думает, но Джайро говорит ей не быть глупой и советует отдохнуть и согреться. Куми рассказывает, что Мелон уже проболтался, оставив Джайро шокированным и раздраженным тем, как Мелон узнал об этом. Однако оказывается, что Куми обманом вынудил его признаться в этом. Затем она просит Джайро объяснить ей все подробно. Они садятся на бревно, и Джайро рассказывает ей всю историю. Я вижу, что Куми просто спокойно реагирует на это. Джайро задается вопросом, все ли это, что она хочет сказать, но Куми объясняет, что у нее уже было предчувствие по поводу того, что произошло. Несмотря на все это, она чувствует себя счастливой. Она размышляет о том, как она должна была умереть в одиночестве в лаборатории, но вместо этого она смогла насладиться вкусной едой. Знакомьтесь с новыми людьми, заводите друзей, и все это благодаря Джайро. Джайро ошеломлен ее благодарностью. Он говорит,
говорит ей, чтобы она не беспокоилась о нем и просто наслаждалась тем, что она ребенок, делая все, что делает ее счастливой, не чувствуя необходимости делиться этим с кем-либо. Но Куми вмешивается, говоря, что она больше не ребенок. Она кладет голову ему на руку и выражает свое неподдельное счастье. Джайра улыбается и гладит ее по голове, что тоже вызывает улыбку на ее лице. Когда они прибывают в деревню Секуриан, Мелон восхищается ее огромными размерами. Он задается вопросом, часто ли деревня сталкивается с гигантскими зверями из-за своих размеров. Романа предполагает, что жители деревни, вероятно, не боятся таких существ из-за их доступа к древним технологиям. Крионис подходит к ним, приветствуя их в деревне. Он упоминает, что в последний раз у них были гости из другого племени около 200 лет назад. Ведя их вверх и вниз по лестнице, они наблюдали, как секурианцы занимаются своей повседневной жизнью. Куми улыбается при виде этой сцены и даже останавливается, чтобы помахать некоторым взрослым и детям, но они не машут в ответ, а просто уходят. Крионис объясняет, что они не привыкли к посторонним. Мелон шутит, что это потому, что у Джайра страшное лицо, но Джайра защищается, говоря, что его лицо совсем не страшное. Майя шутит, что это странно, а Романа добавляет, что это означает, что в деревне исключительно спокойно. Крионис подтверждает это, заявляя, что никакие гигантские звери не приближались к этому району. Крионис ведет группу в их комнату, где Мелон запрыгивает на диван, комментируя, какой он пушистый. На следующий день Куми просыпается и выходит из своей комнаты, чтобы поприветствовать Романа и Мелона за обеденным столом. Романа спрашивает, хорошо ли она спала, на что Куми отвечает утвердительно. Мелон указывает, что сейчас уже не утро, удивляя Куми, которая понимает, что уже вечер, когда выглядывает на улицу. Романа сообщает ей, что им нужно идти, потому что Крионис хочет поговорить с ней о ритуале. Романа спрашивает Мелан о местонахождении Джайра, и он упоминает, что Джайра ушел раньше, чтобы поговорить с Цурги. Романа добавляет, что она тоже не видела Майю, и просит Мелан пойти поискать ее. В другой комнате, которая напоминает диспетчерскую вышку, Романа и Куми с трепетом осматриваются, когда появляется Крионис, спрашивающий, нравится ли им здесь и хорошо ли Куми спала. Куми отвечает, что спала спокойно. Внезапно в воздухе появляется карта мира, и Крионис объясняет, что красные точки обозначают места, где появлялись красноглазые звери. Он упоминает территории, где были замечены эти звери, включая Северный континент. Романа говорит о серьезности ситуации. Крионис считает, что перед началом ритуала им лучше узнать все заранее. Пол в комнате начинает опускаться в подземелье, что пугает девочек. Крионис объявляет, что теперь он поделится с ними секретами секьюрианцев. Платформа доставит их по подземному переходу к месту назначения. Куми с любопытством спрашивает, почему к ней относятся по-особому. Крионис выглядит озадаченной и спрашивает, что она имеет в виду под особым отношением. Она вслух задается вопросом, почему, когда красноглазые твари появляются по всему земному шару, ей не следует помогать бороться с ними. Крионис объясняет, что отправка ребенка в бой считается секьюрити слишком жестокой мерой. Он добавляет, что из-за того, что продолжительность жизни его народа больше, у них, как правило, меньше детей, что приводит к тому, что они становятся чрезмерно заботливыми родителями. Куми краснеет от восхищения его реакцией. Они подъезжают к огромной двери, которая открывается, пропуская платформу, и почти сразу же закрывается. Платформа ведет их в конец длинного зала, где посередине находится сфера. По пути они замечают стены, заполненные капсулами, которые Куми узнает. Когда они доходят до конца стены, Куми и Романа пристально смотрят на капсулы, когда Крионис объясняет, что некоторые люди из Империи забрали некоторые капсулы для себя. Но изначально капсулы принадлежали сотруднике службы безопасности. Он добавляет, что его народ когда-то жил по всему миру. Романа спрашивает, означает ли это, что они также создавали экспериментальных клонов, но Крионис поясняет, что на самом деле именно так они размножаются, шокируя дам. Он продолжает объяснять, что рождение секурианцев естественным путем происходит только раз или два в столетие, чего очевидно недостаточно для того, чтобы секурианцы выжили надолго. Поэтому они в основном размножаются, полагаясь на эти устройства капсулы. Пуми спрашивает, был ли он тоже рожден в капсуле, что подтверждает Крионис. Он говорит, что размножение — это истинная сила капсул, несмотря на то, что Мазами злоупотреблял этим в своих целях. В таком случае секурианцы воспринимают Куми как одного из своих, как своих детей или внуков. Куми тронута этим, и Крионис извиняется, если это вызвало у нее болезненные воспоминания, но она говорит, что на самом деле это делает ее счастливой. Потому что она думала, что у нее нет семьи называть ее своей, и это кажется воплощением мечты. Тем временем Сураги дает Джиро маленький шарик, чтобы тот прикрепил его к уху. Джиро спрашивает, что это такое, и она отвечает, что это устройство, созданное секьюрити, которое позволит им общаться, даже если они находятся в разных местах. Джиро спрашивает, является ли это частью процесса оценки движения, но Сураги говорит, что они не знают, когда это произойдет, так что это просто лучше всего быть готовым. Все собираются в зале для проведения ритуала. Романа говорит Джайро, который выглядит встревоженным, успокоиться. Майя присоединяется к ним впереди, там, где они стоят. Все они смотрят на Криониса, который подает им
знак посмотреть на дверь. Они все поворачиваются, и в тот момент, когда дверь открывается, начинает играть оркестр, показывая Куми на движущейся платформе. Но она одета в длинное белое платье и вуаль. Джайра и остальные удивлены. Куми видит их и улыбается. Мелон машет в ответ, Майя и Амана улыбаются, но Джайра отворачивается. Она подходит к алтарю и опускается на колени перед Крионисом, который объявляет всем ее имя. Он объясняет, что она родилась благодаря технологии Секьюриан, но была проклята страданиями. Поэтому Крионис заявляет, что освободит Кюми от ее проклятия и благословит ее как коллегу секьюрианца. Он спрашивает, не возражает ли кто-нибудь против этого, но все присутствующие секьюрианцы склоняют головы. Джайра и остальные делают то же самое, увидев их. Крионис объявляет, что возражений не последовало, так что с этого момента секьюрианцы официально приветствуют Куми как одного из своих. Затем он благословляет ее и начинает ритуал благословения. Буквы на сфере у алтаря начинают светиться и парить над землей. Куми спрашивает, является ли сфера частью ритуала. Крионис подтверждает это и говорит ей положить руки на сферу. Он предупреждает ее, что как только она прикоснется к ней, она не должна отпускать ее, потому что, если какая-то часть силы внутри нее останется, они не смогут повторить процесс, чтобы удалить ее. Куми соглашается, говоря, что она не беспокоится. Она подходит к сфере и кладет на нее одну руку. Она начинает чувствовать боль во всем теле. Крионис спрашивает, все ли с ней в порядке. Она говорит, что справится с этим, и кладет свою вторую руку на сферу. Все наблюдают за ритуалом, но внезапно появляется огромная толпа гигантских зверей. Люди начинают спасаться бегством. Суматоха сотрясает зал, где находится группа, но Куми по-прежнему сосредоточена на том, чтобы держать руки на сфере. Джайра получает новости от Цуруги через свой наушник. Мелон беспокоится, потому что Майя снова исчезла. Джайра выбегает из дома и просит их присмотреть за Куми. Джайра сражается с красноглазым зверем, но ему не справиться с ним. Зверь кусает его за копье и швыряет его в колонну. Внезапно Джайра слышит, как Куми зовет его. Он оборачивается и видит, что она бежит к нему, одетая в свою обычную одежду. Когда она подбегает к нему, он спрашивает, почему она здесь. Гигантский зверь замедляется, когда в него попадают пули солдата службы безопасности. Солдат говорит им поторопиться и бежать за ним. Джайра берет Куми на руки и убегает, в то время как солдат сталкивается лицом к лицу с гигантским зверем, который пытается их укусить. Вдали от места происшествия, в безопасном уголке, Джайра спрашивает Куми, почему она здесь, и о ритуале. Она говорит ему, что заставила их прекратить это, что его удивляет. Она говорит, что это для того, чтобы она все еще могла использовать свою силу. Джайра в ярости. Он говорит, что это означает, что они проделали весь этот путь до деревни впустую. Он встает, отворачивается от нее и бьет кулаком по ближайшей стене. Куми встает и говорит, что собирается драться, хочет драться, чтобы они все снова могли путешествовать. Джайра отвечает, что у такого ребенка, как она, нет права голоса в этом вопросе. Это выводит Куни из себя. Она подходит и встает перед ним, говоря, что Джайра такой же ребенок, как и она сама. Она указывает на то, что он всегда говорит, что он уже мертв, и командует ею со словами «не волнуйся и заткнись». И несмотря на то, что он говорит жестко, все, что она видит, это как он получает по заднице, пнул ногой. Джайра удивлен вспышкой Куни, но в отместку спрашивает, когда ему когда-нибудь надирали задницу. Она сопротивляется, говоря, что они оба знают, что он ничего не может сделать без нее. Он хочет что-то ответить, но ему нечего ответить. Они оба пристально смотрят друг на друга. Затем Куми успокаивается и говорит, что хочет остаться с ним и всей группой до самой своей смерти. Она спрашивает, действительно ли это так плохо с ее стороны, и умоляет его. Джайра смотрит в ее умоляющие глаза, но разговор прерывается гигантским зверем, прорывающимся сквозь потолок. Он вот-вот поглотит их, но, к их удивлению, шея зверя отрубается почти мгновенно. Появляется Фасад, выкрикивающий имя Мизами и говорящий, что он украл у него все и собирается сделать с ним то же самое. Он бросается на Джайра, но Джайра быстро отводит его, увлекая за собой Куми. Джайра не знает, что делать, но Куми встает перед ним. Она поворачивается к нему и говорит, что им пора начинать. Джайра был шокирован, когда она сказала ему, что работа паладина в конце концов заключается в защите своего жреца. Джайра улыбнулся и встал рядом с ней, протягивая к ней руки. Он назвал ее самым большим болваном, а она взяла его за руку и ответила, что он самый большой болван. Они активировали свою трансформацию и слились воедино. Столкновение гироскопа и Фасада происходит не под землей, так как они оба ведут борьбу на поверхности. Они начинают биться оружием на огромной скорости. Они приземляются на землю, готовые снова броситься в бой, но Цуруги сообщает гироскопу через наушник, что там находится зверь мегаразмеров, порождающий других зверей. Опережает свою позицию, и ему следует пойти и разобраться с этим. Джайра отвечает, что в данный момент у него дел по горло. Фасад не жалеет времени и начинает свое скоростное движение. Хорошо зная его, Джайра использует конец копья, чтобы поразить фальшивку, которая появляется у него за спиной, а затем использует лезвие копья, чтобы пронзить ту, которая появляется у него за спиной, спереди. Но это не останавливает Фасада, так как он исчезает и продолжает движение на большой скорости. Гироскоп понимает, что тот же трюк больше не сработает с Фасадом. Он становится настороже, высматривая место, откуда Фасад нападет в следующий раз,
как вдруг из-под земли вырывается гигантский зверь. Фасад обращает свое внимание на зверя, крича ему, чтобы он не прерывал их схватку. Он вонзает нож зверю в глаз, отчего тот издает рев. Но зверь не падает, вместо этого он швыряет его на скалу. Гироскоп прыгает и вонзает нож зверю в глаз. Появляется огромное копье света и пронзает зверя насквозь, убивая его. Фасад, увидев это, упоминает, что видел нечто подобное раньше, говоря, что сила исходит от одного из прототипов, так что Джайра должно быть один из подчиненных Мазами. Он бросается на Джайра, крича на него, чтобы тот вернул ему воспоминания. Он нападает на Джайра, ударяя его так быстро, что Джайра не успевает защититься, и тот отлетает на скалу. От удара Куми отрывается от Джайра. Фасад приближается к ним, крича, что хочет вернуть свои воспоминания. Он поднимает оружие, чтобы ударить их, но Дзен блокирует его атаку, спасая Джайра. Фасад кричит старику, чтобы тот не вмешивался. Зен говорит Фасаду, что если он хочет вернуть свои воспоминания, то с радостью отдаст их ему. Между ними завязывается драка, и Фасад кричит на Зена, чтобы тот вернул ему воспоминания, а сам бросается на старика. Он наносит удар, от которого Зен уклоняется, а затем переходит к другой атаке, которую Зен блокирует. Дзен использует свой меч, чтобы разрезать фасадные лезвия на куски, шокируя Фасад, но клинок Дзена также получает трещину. Дзен приходит к выводу, что убить Фасад — это не вариант, поэтому он придумывает план. Фасад атакует его другим клинком, но Дзен парирует все атаки. Когда они сталкиваются оружием, Фасад способен разломить меч Дзена надвое, отчего клинок взлетает в воздух. Затем Фасад наносит удар в спину Дзена. Но Дзен еще не закончил. Он ловит клинок, который взлетел в воздух, и использует его, чтобы ударить Фасада в грудь. «Разбиваю кристалл в его груди». Дзен называет это своим прощальным подарком, когда он вонзает клинок еще глубже в грудь Фасада и отталкивает его, заставляя упасть со скалы. Затем Дзен теряет сознание из-за своей травмы. Чиро восстанавливает свои силы и снова сливается с Куми, начиная уничтожать паническое бегство красноглазых тварей, но он разочарован, так как зверям нет конца. Внезапно Куми окликает его. Джайра спрашивает, все ли с ней в порядке, и она лжет, говоря, что может продолжать идти. Но Джайра понимает, что Куми может выдохнуться еще до того, как они доберутся до главного гигантского зверя, который представляет собой синего гуманоида без рук. Джайра смотрит на гуманоидного зверя, который больше всех, кого он видел. Тем не менее, ему просто нужно поразить его слабое место – глаз. Джайра слышит слабое одобрение Куми и понимает, что у них есть только один шанс покончить с гигантским зверем. Он использует одну из гигантских змей, которые бросаются на него как трамплин, чтобы добраться до синего гуманоида. Затем он наносит ему удар в глаз, но еще не вонзил его. Джайра полон решимости покончить с этим здесь, поэтому он вонзает копье глубже. Появляется огромное копье света и пронзает зверя насквозь, но это еще не конец, так как по всему телу гуманоида появляется еще больше красных глаз. Гироскоп отлетает в сторону и врезается в землю. Куми уже отделилась от него, и гироскоп приходит к выводу, что это конец. Но он потрясен, увидев, как Куми испускает свой синий свет, сигнализирующий о том, что она вот-вот самоуничтожится. Она извиняется перед ним и говорит, что уничтожит их, но внезапно она видит воспоминания о людях, которые говорили ей жить дальше. Это заставляет ее прервать процесс самоуничтожения. Джайра прыгает, чтобы защитить ее, когда гигантский зверь пытается ее съесть, но они спасаются, когда их корабль попадает зверю в морду, удивляя Джайра. Майя была единственной, кто управлял кораблем, а Мелон, который был с ней внутри, кричит, что она ведет машину как сумасшедшая. Она просит его отдать кольцо, которое телепатически переплывает к ней в руку, удивляя Мелона. Она говорит ему, чтобы он предоставил все ей, и внезапно исчезает с места, пугая Мелона, который начинает сходить с ума. Майя появляется перед Джайрой и Пуми, что пугает его. Она просит прощения за то, что заставила их ждать, и говорит, что пришло время выполнить обещание. Она щелкает пальцами, и все трое исчезают, перемещаясь в другое пространство. Она говорит Куми проснуться, и Куми потрясена, увидев, что Амая стоит перед ней, совсем взрослая и выше ее ростом. Она показывает на свою голову, говоря, что ей больше не нужно носить свою кошачью шапочку. Джайра в шоке и спрашивает, действительно ли она Майя. Она кричит на него за то, что он задал тот же вопрос, на который она только что ответила. Кюми замечает, что все ее раны зажили. Майя говорит, что у нее нет времени, поэтому она начнет все объяснять. Она поворачивается к Джайре и говорит, что оружия Паладина будет недостаточно, чтобы одолеть гигантского зверя, и его бой с Мизами должен был все прояснить. Она говорит, что единственный способ остановить это — использовать истинную силу кольца обетования, для чего нужен законный хозяин, способный владеть кольцом обетования. Она показывает им кольца и заставляет их появиться на пальце Куми. Она говорит, что Куми доказала, что обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать мастером ринга. Она советует Куми сосредоточить все свои чувства на ринге. Куми соглашается, а затем сосредотачивается, прося кольцо дать ей силу еще раз. Силу, чтобы подчинить гигантского зверя и защитить наш народ.
Кольца светятся и превращают мрачное пространство в светлое. Майя говорит, что это началось, и щелкает пальцами, заставляя гироскоп превращаться в потоки света и проникать в Куми. Она начинает говорить, что у гироскопа есть шанс активироваться, и она трансформируется, надевая серебряную броню. Она возвращается туда, где находятся гигантские звери. Куми поднимает руку, и появляется огромное кольцо, которое она держит. Когда гигантские звери бросаются на нее, она направляет на них кольцо. В одно мгновение лучи света пронзают зверей насквозь, мгновенно уничтожая их. Она проделывает то же самое с другими гигантскими зверями, но их еще больше. Она держит кольцо обеими руками в центре и выпускает множество лучей света, которые уничтожают всех гигантских зверей в округе. В то время как синий гуманоидный гигантский зверь защищал себя во время атаки на уничтожение, теперь Куми сражается с гуманоидным гигантским зверем. Он запускает в нее несколько рук, но она защищена от них, и руки просто отскакивают от ее барьера и ударяются о землю, а затем исчезают. Гигантский гуманоидный зверь много раз стреляет в Куми из всех своих красных глаз. Они попадают в ее барьер, но Куми все равно приходится изо всех сил стараться, чтобы барьер не сломался. Кая, которая наблюдает за происходящим, говорит, что она знает, что бремя, которое было возложено на Куми, неизмеримо тяжелое. Но она умоляет и желает, чтобы Куми не проиграла и боролась, чтобы защитить нас. Куми способна отразить атаку, что приводит к появлению яркого света. Она поднимает кольцо в небо и, как и ее имя, становится цветком, который распускается. Кольцо появляется вокруг гигантского гуманоидного зверя, а затем сжимает его в крошечный шарик. Крошечный шарик затем превращается в гигантский взрыв, уничтожающий зверя. Когда гигантский гуманоидный зверь исчезает, другие красноглазые гигантские звери нападают на людей, их красные глаза перестают светиться, и все они падают, сбивая людей с толку, заставляя их задаваться вопросом, кто победил всех зверей. Несмотря ни на что, все они вздыхают с облегчением. Небо проясняется, так как звери побеждены. Куми летит вниз, и гироскоп отделяется от нее, спотыкаясь и падая на землю. Он говорит, что понятия не имеет, что произошло, но он очень устал и хотел бы немного полежать на земле. Мелон подбегает к ней и спрашивает, все ли с ней в порядке, что она и подтверждает. Он впадает в панику, когда видит Джайра, и спрашивает, все ли с ним в порядке. Джайра говорит ему заткнуться, что с ним все в порядке. Он поворачивается к Майе, но он не знал, что это она. Он краснеет, когда представляется. Она говорит ему, что он все такой же вспыльчивый, как всегда. Мелон в шоке и кричит, сообщая Джайра, что Майя внезапно превратилась в сексуальную леди. Джайра и Мелон начинают спорить. Джайра говорит ему заткнуться, но Мелон все еще в шоке от превращения Майи. Куми подходит к Майе, которая говорит ей, что самое сложное еще впереди. Куми соглашается, потому что она готова к этому. Люди по всему миру радуются тому, что они все еще живы. Дзен все еще жив, Романа оказала помощь всем раненым. Все снова спокойно.